Бип-бип. Неподалеку, забравшись передними колесами на затянутый гололедицей бордюр, разместилась новенькая «Волга». Черная как сажа, словно сбежала из папиной страшилки, что он любил рассказывать на чердаке в грозу. Помню, как он грустно улыбался, а, припоминая воронок, похищающих маленьких детей. Отец говорил, у него словно внутри катафалка в окошке салона маячат белые шторки, а в номере стоят буквы ССД. Знаешь, что это значит? Смерть советским детям. Смешно, я ведь тоже родился в Советском Союзе. Интересно, чье это гнездо? Может, сороки-воровки? Тогда наверняка мне полно всякой блестящей всячины. Цветные стекляшки, лимонадные пробки, отполированные монеты или детские брекеты. Высокий мужчина курил, пуская клубы дыма по ветру. На учителя не похож. Или, может, физрук? Я осторожно смотрел его, будто высеченная из гранита, заячью губу над тлеющей сигаретой. Мужчина поигрывал брелоками и внимательно смотрел на меня. Огонек отражался в глубоко посаженных глазах. Я потупился и потупился. Взор громилы лениво отклеился от меня и устремился на дорогу. Все, свалил. Что там? Толпа голдящих старшеклассников с шапками на бикрень. Таким лучше на глаза не попадаться. Ладно, пошагали в школу. За дверями приглушенно звучали голоса, мигали лампы. Тьма ползла мимо окон, и казалось, что школа плывет в открытом космосе, как заблудившийся звездолет. Расписание уроков. Поднявшись на второй этаж, я заметил толпу и расписание. Внимание, пропал ребенок. Вова, 10 лет. Все что-то оживленно обсуждали. Я подошел поближе и через стену рюкзаков и спин сумел заглядеть то, что вызывало такой живой интерес. Слева от расписания к стеклу было приклеено объявление, отпечатанный на принтере листок. Внимание, пропал ребенок. Матюхин Вова, 10 лет, ученик 4 класса. 5 января, примерно в 16... Чё? Ну ладно, окей. Вова Митюхин, так его звали. 4 класс. На зернистом отпечатке Вова был мертвецом с черным ртом и темными провалами глаз. Может, это живущий в чащобе мрак впитался в его поры и изувечил лицо. Блин, это обычный старый принтер. Пластиковый автомат не защитил от шепота ветвей и воющего ветра. Пустые глаза исчезнувшего школьника сверлили меня, будто молили о чем-то. Не выдержав взгляда, я отвернулся и поспешил к окну, уселся на подоконник. Этаж постепенно заполнялся детьми, и они собирались группками по несколько человек. На меня никто не обратил внимания. В сумерках у туалетов детские голоса чеканили с читалочку. Для медведя, для лисы, зайчик кушать принеси. Я повернул голову в их сторону, приглядываясь к фигурам, но тут мое внимание отвлекло громкое цоканье.
По коридору, гордо задрав подбородок, продефилировала учительница. Каблуки стучали о пол, как копытца. Им вторили шаги девочки, которая держалась рядом. Вот она, лиса. Очень важно, она остановилась, чтобы шепнуть на ухо однокласснице какой-то секрет. Староста, наверное, вон ей вручают классный журнал. Екатерина, возьми, пожалуйста. Ага, Катюха. Учительница открыла кабинетную дверь, и толпа, глядя и толкаясь, повалила внутрь. Ух ты, какой красавчик. Среди всех выделялся высокий рыжий толстяк с прыщавым лицом, до странности напоминавший гранат. Недоброе предчувствие зашевелило волоски на моем загривке. Встречал я уже ребят с такими бегающими глазами и таким каркающим смехом. Девочка, похожая на учительницу, ее уменьшенная копия, предостерегла толстяка жестом и по расчищенной тропе вошла в кабинет. Какой-то паренек, замешкавшийся в проходе, и рыжий тут же пихнул его. Топай речь, ему дело. Мальчик полетел, размахивая руками и пытал в попытке сохранить равновесие. Толстяк рассмеялся, противный гогот подхватило несколько человек в его окружении. Они хохотали, словно щелкали ножницами, большими страшными садовыми ножницами. Кабинет засосал детей, коридор опустел. Мне захотелось врасти в подоконник. Заставные следы. За окнами редкие фонари боролись с темнотой, барахтались, как флуоресцентные рыбы. Флуоресцирующие рыбы в Черном океане. А что если сейчас убежать? Выйти туда и раствориться во мраке? Я представил, как бегу по снегу, как он скрипит под моими ногами, с каждым шагом все легче и легче. Я все легче и все невесомее. Трель звонка разорвала видение. Я с неохотой отлип от окна. Потом несколько раз глубоко вздохнул, чтобы хоть немного усмирить разбушевавшийся пульс, и вошел в класс. 204-й. Чопорная учительница смирила меня раздраженным взглядом поверх очков. Я новенький. Мне вот сказали к вам подойти. Заснеженная лесная тропинка вилась перед глазами, вовсе не хищно, а умиротворенно шуршали сосны. Она уткнулась с носом в журнал и перелистала страницы. А фамилия-то как? Петров. Громче говори. Чего мямлишь? Петров. Нет такого. Игорь Потов. Она долго и тяжело смотрела на меня, точно пыталась уличить в обмане. Хотелось просочиться сквозь линолеум. Слева наблюдали размытые лица. Класс дышал, фыркал единым организмом, как опасный зверь.
Ты не ошибся? Нет такого в списке. Предательски дрожали колени, кружилась голова. Я сжал кулаки так, что костяшки побелели. Мне сказали, 204 кабинет, Лилия Павловна, 6 В. Кажется, класс принял мои слова за подобие шутки и разразился хохотом. Что за бардак? Шум резко стих. Класс припрятал смешки для более удобного момента. Понаберут студентов. Только знает, что губяки свои малевать. А я разгребай, значит. А бумаги-то кто заполнять будет? Не первый раз ведь уже. Подожди здесь. Сейчас. Сейчас я им устрою. Учительница пронеслась мимо, злобно бормоча, а я остался один посреди класса. Будто приговоренный к расстрелу перед строем автоматчиков. Я потупился, чувствуя на себе глумливые взгляды. Они трогали, щипали, скользили по коже лазерными прицелами. Вновь представил, как бегу далеко-далеко отсюда, наперекор холодному ветру, взмываю над соснами в прыжке. И никого нет вокруг, только попутный ветер. В глазах одноклассников считался немой вопрос. Этот новенький, он наш или он чужак? Кто-то что-то еле процедил, и по кабинету прокатился сдавленный смех. Доску вытри! Легко было понять, кто тут главный юморист. Эй, очкарик! Чё тебе, Петросян, блин? Ты чё, не только слепой, но еще и глухой? Доску вытри, говорю! Теперь тряслись не только колени. Все тело било мелкой дрожью, и я молился, чтобы учительница вернулась поскорее. Высшие силы услышали мои просьбы. Ну что мне с тобой делать-то? Куда сажать, а? Давай-ка сядь, наверное, с Семеном. Он все равно один. Еще чего? С этим прыщавым чмом. Толстяк демонстративно водрузил рюкзак на соседний стул, почесал брюхо и ухмыльнулся. Ты опять за старое? Снова бабушку в школу вызывать? Класс притих. А чё она мне сделает? Не она, так я тебе сделаю. Рюкзак убрал быстро. Семен не шелохнулся. Со скучающим видом он принялся рассматривать портреты писателей на стене. Нужно было что-то делать, как-то выкручиваться, спасать положение. Я прочистил горло и продолжил сдавленным, но своим голосом. Я могу за последнюю парту сесть. Там, кажется, свободно. Учительница громко засопела. Посмотрела на меня, на Семена, затем снова на меня. Ладно, садись пока туда. А с тобой, Бабурин, мы еще поговорим. Бабурин? А где Бабурин? Чтобы подошел после уроков. Будешь по классу дежурить, ясно? Ой, будто это его остановит. Семен криво улыбнулся. Сочные прыщи зрели на кончике его носа. Можно я там на последней парте покурю, никто не возражает. Так, я пошел до одури, боясь споткнуться и стать причиной нового всплеска веселья. Сел сзади за самую последнюю парту, на которой грудью валялись старые плакаты. Грудой валялись старые плакаты. Места для изгоев заняты, можно приступать. Вот и хорошо. Начнем урок. Тема: традиции русской и мировой литературы в рассказе Зощенко «Не надо врать». Толстяк обернулся ко мне. Взгляд его сулил долгие дни, недели, месяцы издевок и тычков. Я тебя запомнил.
говорили его водянистые глаза. Что это такое, жвачка, что ли? Уже пару уроков спустя я увидел в своей тетради растекшийся амебой желтоватый плевок. Чё не голубой, нарисуй вагон другой. История древнего мира. Позже в столовой Семен вроде бы случайно облил меня компотом. А выходя из туалета, он так тряхнул мокрыми руками, что морось попала мне в лицо. Перед последним уроком Семен вдруг толкнул меня в толпу воркующих одноклассниц. Ну, это нормально, в принципе. Они с руганью расступились, а я, не удержавшись, ткнулся лицом в грудь той важной девочке, которую раньше принял за старосту. Я тут же отпрянул, сгорая от стыда. Прости, ты в порядке? Я... Ей понравилось, в принципе, я так понимаю. Неожиданно она... подбоченилась. Вот такие какие-то странные общения. Неожиданно она подбоченилась. Нет, ну вы посмотрите на него. Облапал меня прямо у всех на глазах. Да это случайно вышло-то, ё-моё. Это я специально. Я сейчас все маме расскажу. Давай, рассказывай. Тебя из школы выгонят, извращенец. Ну-ну, напугала. Так, в ее глазах было какое-то садистское веселье, словно во взгляде ребенка, подносящего горящую спичку беззащитному майскому жуку. Я нечаянно, меня толкнули. Все видели, слепых среди нас нет. Она уставилась на мои очки и радостно оскорбилась. В смысле? Я раскипела в груди, этот гогот Семёна охладил мой пыл. Вот он сучок. Ладно, мы запомним. Мы его потом нагадим в тапки. Толкнули? Чё, правда? Он подошел вальяжно, окутывая запахом семечек и гнилых зубов, а затем резко сбил меня с ног. Вот так, да? И чё ты сделаешь? Хулиган нависал надо мной, всем своим видом как бы говоря: «Ну же, давай, ударь меня, попробуй». Надя. Слушай, ты... Бэмно, врыла. В горле пересохло, губы не слушались, и голос мой походил скорее на сдавленный писк. Семен издевательски улыбнулся. Давай, продолжай, очкарик. Чё примолк-то? Нам всем очень интересно. Если еще хоть раз меня тронешь... Семен медленно оттопырил палец и ткнул меня в лоб. Ты ж- Натронул, и чё? Еще хоть раз! Тронул. А вот еще. И еще. И еще. И еще. Он тыкал пальцем с такой силой, что моя голова отлетала назад. Только бы не расплакаться, иначе труба. Чё ты мне сделаешь, мямля? В глазах помутилось. Я рванул вперед, так что подошвы отклеились от пола. И махнул наугад кулаком. Ну и сейчас девчонки. Бэнс! И та в бессознанке. Не, слушай. В ухо ему зарядил. Молодец. Картина, открывшаяся моему взору, была прекрасной и ужасающей одновременно. Семен держался за ушибленное ухо и изумленно моргал. Неужели я был первым, кто взбунтовался против его абсолютной власти? Стопэ!
Сразу дружки. Ты чё на меня? Надо было бежать. На меня обступили его дружки. Лилия Павловна! Лилия Павловна! Петров Бабурина ударил! Ну все, понеслись слухи. Щеки Семена стали еще краснее, а прыщи побелели, словно головки личинок. Но на губах промелькнула ухмылка, замеченная лишь мною в этом стане врага. Все, конец. Он подошел вплотную, обдал грозной вонью. Тебе! Пиздец! Ну да, я так и думал. Голос у него был злым и опасным, точно кастрюля с бурлящим жиром, с которой сорвало крышку. Я ждал удара, считал толчки сердца и гадал, куда угодит кулак. Солнечное сплетение, челюсть, в нос. Он просто развернулся и ушел. Мысль холодная, трезвая, удивительно спокойная вспыхнула в голове. Сегодня меня убьют. После занятия я специально задержался подальше в коридоре, чтобы не идти вместе со всеми. Семен не появился на последнем уроке, и это вселяло надежду. Вдруг он решил избежать дежурства и смотался домой, забыв обо мне. Ага, мечтай. Сейчас он там на выходе ждет там с дружками. Как смертник, узнавший, что казнь откладывается на день, я облегченно выдохнул. Но не позволил себе забыть его тон, мстительный взгляд и наэлектризованную пугающую ухмылку. Пока школьники с шумом и смехом расходились по домам, я встал у окна и сделал вид, что перебираю учебники. Я напряженно всматривался в окно. Во дворе и на участке у школы ворот Семена не было. Я не очень-то верил в такое везение, так что решил перестраховаться и немного потоптался в стремительно пустеющем коридоре. Шум ушел на первый этаж. Из кабинета биологии выглядывал скелет, которому какой-то шутник натянул на голову кепку с американским кондором. За дверями туалетов журчала вода. Я остался один в целой школе. Не один. Пришла внезапная мысль. Я вспомнил о пропавшем мальчике. Его портрет сейчас висел на доске у расписания. Вспомнил, что он улыбается. И что он смотрит на меня. И что он, скорее всего, уже мертв. Привет! Катюха. Я вздрогнул и обернулся. Все, первая любовь. Сначала мой взгляд уперся на черный футляр и скрипки, а мне кажется, ты на ноги ее загляделся. Потом я заметил, что его держит девушка из моего класса. На уроках она сидела за первой партой второго ряда. Несколько раз я ловил на себе ее взгляд. И сам украдкой смотрел на нее. Просто иногда приятно посмотреть на что-то красивое. На ручей, небо или на девочку, которая не гогочет со всеми хором над шутками Семена. Над шуточками Семена. Не перешептывается с Катей, поливая грязью одноклассниц. Все перемены она проводила так же, как и я. Оставалась в классе, либо глядела в окно, либо рисовала что-то в зеленом блокноте. Здравствуй. Я покраснел и притворился, что рассматриваю узор на дощатом полу. Круто ты ему врезал. Это вышло случайно. Почти. Я стал рассеянно складывать учебники в рюкзак, чтобы хоть чем-то себя занять. Вроде Семен раньше таким не был. Он к нам недавно перевелся. Бабушка мне его по секрету сказала, что он словно взбесился. Семена даже старшеклассники побаиваются. Представляешь? Ну, значит, мне повезло очень. А ты вот молодец.
Не струсил. Угу. Я замычал. Ага, конечно, нашла смельчака. Герой, что уже полчаса торчит у окон, лишь бы ему по шапке не дали. Девочка смотрела на меня с чистыми внимательными глазами. А ты за рекой живешь? В том деревянном доме? Ну, смотри-ка, ты давно следила, да? Ну да. Там, наверное, страшно. Да еще через лес идти. Я бы так не смогла. Упоминание о лесе заставило меня поежиться. Я подумал о переплетенных ветках, о смеящейся тропинке, о бесконечной темноте, что разрасталась, как лишайник среди косых деревьев, и выдал самую настоящую ложь. Да не так уж там и страшно. А что тебя так пугает? Немного помолчав, она вдруг улыбнулась, словно смахнула наваждение. Да так, ничего. Меня, кстати, Полина зовут. Полина Гагарина. А меня Антон. Ну, это я знаю. Еще за смайлик. Слушай, Антон, Полина засмеялась, будто решая, стоит ли продолжать. а что ты делаешь после школы? Получаю пиздюлей. От нее невинного вопроса кольнуло в груди, но как-то по-особенному приятно. Ничего такого. Я запнулся, не закончив фразу.